84 ряд. 7 темных. Семь. 6 светлых. Шесть. 2 темных. 4 светлых. 4. 1 темная. 5 светлых. 5. 5 темных. 5. 1 светлая. 2 темных. 3 светлых. 3. 2 темных. 3 светлых. 3. 1 темная. 1 светлая. 5 темных. 5. Центр. 1 светлая. От центра 5 темных. 5. 1 светлая. 1 темная. 3 светлых. 3. 2 темных. 3 светлых. 3. 2 темных. 1 светлая. 5 темных. 5. 5 светлых. 5. 1 темная. 4 светлых. 4. 2 темных. 6 светлых.
6. И до конца ряда темным цветом 7 петель. И затем ряд закрываем. 85 ряд. 7 темных. 7. 6 светлых. 6. 2 темных. 3 светлых. 3. 2 темных. 5 светлых. 5. 9 темных. 9. 3 раза по 3 петли. 3 светлых. 1 раз. 3 темных. 3. 2 раза. И 3 светлых. 3 раза. Значит, после 9 темных 3 светлые, 3 темные, 3 светлые. 5 темных. 5. Центр. 1 светлая. От центра 5 темных. 5. 3 раза по 3 петли. 3 светлые. 3 темные. 3. И 3 светлые. 3. 9 темных. 9. 5 светлых. 5. 2 темных. 3 светлых. 3. 2 темных. 6 светлых.
6. И до конца ряда темным цветом 7 петель. И затем ряд закрываем. 86 ряд. 7 темных. 7. 4 светлых. 4. 4 темных. 4. 3 светлых. 3. 3 темных. 3. 4 светлых. 4. 16 темных. 16. 2 светлые. 5 темных. 5. Центр. 1 светлая. От центра 5 темных. 5. 2 светлые. 16 темных. 16. 4 светлые. 4. 3 темные. 3. 3 светлые. 3. 4 темные. 4. 4 светлые. 4. И до конца ряда темным цветом 7 петель. И затем ряд закрываем. 87 ряд. 6 темных.
6. Одна светлая. 8 темных. 8. 3 светлых. 3. 3 темных. 3. 5 светлых. 5. Одна темная. Одна светлая. 13 темных. 13. Одна светлая. 6 темных. 6. Центр. Одна светлая. От центра 6 темных. 6. Одна светлая. 13 темных. 13. Одна светлая. Одна темная. 5 светлых. 5. 3 темных. 3. 3 светлых. 3. 8 темных. 8. Одна светлая. И до конца ряда темным цветом 6 петель. И затем ряд закрываем. 88 ряд 16 темным. 16. 2 светлые. 1 темная. 1 светлая. 2 темных. 6 светлых.
6, 12 темных, 12, одна светлая, 7 темных, 7, центр, одна светлая, от центра 7 темных, 7, одна светлая, 12 темных, 12, 6 светлых, 6, 2 темных, 1 светлая, 1 темная, 2 светлых, 'И до конца ряда темным цветом 16 петель. И затем ряд закрываем. 89 ряд 17 темным, 17, 3 светлые, 3 темные, 3, 4 светлые, 4, 43 темным, 43, 4 светлым, 4, 3 темным, 3, 3 светлым, 3. И до конца ряда темным цветом 17 петель. И затем ряд закрываем. Закончила я 89 ряд и закончила вязать жаккард. Светлую нитку можно отрезать. В начале я вязала 3 ряда
темным цветом. Значит, здесь закончить я должна 3 рядами темного цвета. Вяжем самостоятельно. Вы вяжите столько рядов, сколько рядов паспорту, то есть обвязки, вы вязали в самом начале. Провязала я 3 ряда, точно так же, как и в самом начале. Так, теперь переходим к наборному ряду и нитку распускаем. Распускайте, не бойтесь. Вот, петли все закрытые, они не распустятся. Теперь перехожу к тому месту, где закончила обвязку 3 ряда. И буду обвязывать дальше крючком 2 миллиметра. И начинаю делать обвязку. 1 воздушная. В уголок нужно 3 столбика, чтобы было аккуратное скругление. Захожу в следующую петлю и в столбик. 2 вместе, 2 вместе. Это уже 2. Дальше сразу петля вот она. И в следующий столбик. Две вместе, 2 вместе. Опять вот 1 петля, а вот ниже 2. Вот еще раз показываю на увеличение. Значит, вот петля на крючке, а мы заходим вот за эту петлю. Сюда и в следующий столбик. Провязываем 2 и 2. Еще раз показываю. Вот в эту петлю. И в следующий столбик. 2 и 2. И вот такая у меня будет обвязка. Ну, а вы решайте, как обвязывать. Дохожу я до следующего угла. Вот, полный столбик. В угол 1. Сюда же 2 раз. И сюда же 3 раз. Теперь переходим на боковую часть. Значит, за весь столбик будем брать. Если будем брать за полупетлю, у нас будет отверстие. А вот эта часть петли, вот если ее подтянуть, вот она. Это столбик. Вот так нужно брать.
Следующий. Вот задняя ножка столбика. Вот если потянуть, то передняя подтягивается. Ну, вот так я и буду обвязывать. С этой стороны придется потрудиться, чтобы попасть вот сюда. А с другой стороны уже будет легко. Весь столбик на виду. Вот за него и будем заходить. Закончила я вязать коврик, постирала, растянула на пеноплексе, и получился у меня размер 39 сантиметров на 52 сантиметра. Значит, растягивала на пеноплексе. Это строительный утеплитель. Я разграфила его на клетке по 1 сантиметру. На нем очень хорошо делать растяжку любого изделия. Вот у меня куски пеноплекса. 2,5 сантиметра толщина и 5 сантиметров толщина. Вот, это у меня 5-сантиметровый. Почему? Если вы возьмете пеноплекс 2,5 сантиметра и будете делать растяжку, то иголки вылезут наружу. Есть еще пеноплекс 3 сантиметра толщиной, но если иголки длинные, они вылезут и будут мешать. И можно пораниться. А вот на 5-сантиметровом пеноплексе иглы не вылезут. Я заказывала пеноплекс на Озоне. Ну, на любом маркетплейсе можно поискать. И там продают от 1 листа и сколько нужно. Значит, растягивала как? Сначала вкалывала в центр булавку, выравнивала края и от центра начинала устанавливать булавки в одну сторону, в другую, поперек, потом вот по рисунку, здесь тоже в уголок, и симметрично выставляла эти булавки. Высох, значит, после того, как я его постирала, отжала, он немного у меня повисел, и во влажном состоянии делала вот эту растяжку. Все, теперь он у меня высох, и булавки можно удалять. Вытягивайте аккуратно, чтобы у вас изделие не вытянулось вместе с булавкой. Что хотелось бы сказать по поводу этого коврика. Значит, я его обрезала так, чтобы остались зубчики. Значит, вы заранее его не режьте. Приложите вязаный коврик, соедините обвязкой. Ну, вы будете вязать так, как вам нравится. Я покажу, как я. И когда вы
до конца провяжете, вот у вас закончится вязаный коврик, только после этого обрезайте лишнее. Причем, чтобы у вас оставались вот эти пазы. Так, я беру крючок 3 миллиметра. Делаю петлю. И вот сюда в угол вхожу. И заходим вот в первое отверстие. И одна воздушная. Теперь заходим в это же отверстие. И сюда тоже в это отверстие. Но нитку уже прокладываем вот так. Сильно не стягивайте. Иначе у вас край загнется. Теперь буду заходить вот за эти петли. В следующее отверстие. Вот эта нитка должна лечь вот здесь. Вот так ляжет. Теперь за эту петлю под низ. И в следующее свободное. Ну, вот я так буду обшивать, обвязывать. Сейчас довяжу до угла и покажу боковую часть. Закончила я обвязывать одну сторону и дошла до угла. Вот последний столбик провязала. И еще раз под эту же петлю и в то же отверстие. Теперь еще раз сюда же и опять в это же отверстие. Вот, скругление делаем. Поскольку здесь широкая часть, я одну петлю, вот под петлю захожу, провязываю столбик без накида. Не прикрепляюсь. А вот следующую петлю я уже прикрепляю. Опять одну провязываю без прикрепления. А следующую прикрепляю. Одну провязываю без прикрепления. Следующую прикрепляю. Ну, вот так я буду обвязывать. Ну, а вы смотрите, кому как удобнее. Когда довяжете эту сторону, где у вас закончится вязаный коврик, только после этого этот коврик отрезаете. Допустим, вы вот здесь закончите эту сторону,
Как только вы закончите, тогда лишнее обрезаете. Надеюсь, это понятно. Заранее обрезать ничего не нужно.